Подготовить для приготовления все необходимые продукты. 500 грамм муки, стакан теплой воды, сливочное масло 50 грамм, дрожжи прессованные 20 грамм и соль по вкусу, у меня это пол чайной ложки. В глубокую миску вылить стакан теплой воды 250 мл, раскрошить дрожжи, и добавить щепотку сахара. Перемешать. Оставить на 15 минут, чтобы дрожжи ожили. Затем добавить соль и размягченное сливочное масло. Масло может быть комнатной температуры. Слегка перемешать. Теперь через сито добавить муку в 2 приема. Сначала нужно размешивать ложкой, а потом, когда тесто возьмет в себя достаточное количество муки, нужно вымешивать руками. Таким образом замесить не слишком тугое тесто. Вот такое тесто должно получиться. Оставить тесто подыматься, накрыв полотенцем или пищевой пленкой. Тесто должно увеличиться в 2 раза. Вот так выглядит тесто. Посыпать мукой рабочую поверхность. И выложить тесто. Слегка его разровнять и разделить на 2 части. Из каждой части сформировать жгут. Каждый жгут разрезать на 6 кусочков. Из каждого кусочка сформировать шарик. Должно получиться 12 шариков. Когда шарики сформированы, оставить их еще на 15 минут, чтобы они немножечко поднялись. Теперь раскатать каждый шарик в тонкий-тонкий пласт. Пласт должен быть настолько тонким, что через него будет просвещаться рабочая поверхность. Обжарить лаваш на среднем огне. Когда на поверхности появляются пузыри и он становится белым, перевернуть его. Не стоит слишком его зажаривать. Готовый лаваш снять со сковороды, выложить на рабочую поверхность, взять распылитель и побрызгать сверху с каждой стороны на лаваш. Таким образом он станет мягким и не будет ломаться. Для того, чтобы лаваш быстрее высох, его можно побросать между руками. Затем сложить конвертиком или треугольником. Таким образом приготовить все лаваши. Приятного аппетита! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. У нас еще много вкусных и интересных рецептов.